Итак, ножки я уже, вернее, ручки я уже связала, потому что они вяжутся точно так же, как и ножки. Поэтому вы можете вернуться в начало ролика и посмотреть, как вяжутся ножки, чтобы не занимать много времени по видео, потому что и так очень много длинное видео получится. Вот. Обычные, как мы с вами вязали ножки, точно такие же будут у нас и ручки. Единственное, вышивать ногтики мы с вами будем немножечко по-другому. Так как ножки мы с вами ввязывали вот таким вот образом, и пальчики вышивали здесь, ручки мы будем с вами пришивать вот так вот. Поэтому пальчики мы вышиваем перпендикулярно нашему шву. Вот. Перпендикулярно шву мы вышиваем пальчики. Вот первый пальчик напротив, вернее средний пальчик получается напротив как раз таки нашего начала шва. Вот. Здесь мы давайте вышьем точно так же, потому что я просто на одной вышила. Точно так же я пропускаю 3 столбика после каждого, скажем так, пальчика. От среднего пальчика, если считать, то 3 в одну сторону и 3 в другую сторону. И вышить тоже точно так же пальчики вышить, как мы вышивали на ножках. Вот смотрим, вот здесь вот будет наш средний пальчик, вот допустим, да, мы отсчитываем 3 в одну сторону и 3 в другую. И давайте с вами вышьем. Итак, вышили мы пальчики. Все, теперь будем давайте собирать полностью клапан, оформлять. Итак, начинаем пришивать, оформлять клапан. Клапан начинаем с глазок пришивать. И поэтому я определила глазки. Глазки у нас смотрят прямо. Вот концы глазок, они параллельно, вот практически вот по замочку идут. Между глазками у нас 5 столбиков. Вот, а если смотреть снизу, то если считать обвязку, то считаем обвязку 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Вместе с обвязкой это идет 5 рядов, и это будет конец наших глазок. 5 столбиков между глазками. Все, давайте пришьем глазки. Пришиваю я обычной иголочкой, чтобы на плюшевой пряже с обратной стороны не было ничего видно. Я пришиваю обычной швейной ниточкой и обычной иголкой. Если это не под цвет рюкзачка. Если идет под цвет рюкзачка плюшевое что-то, то я оставляю ниточку для пришивания именно на плюшевой детальке. Если нету, я пришиваю обычной швейной ниткой. Можно белой, можно под цвет той детали, которую вы пришиваете. Все, давайте пришьем.
смотрите, приколола я мордочку. Мордочка, она, вот нижняя часть, она идет ровно до нашего начала, нашей застежки. Вот, а верхушка, она закрывает часть белков. Вот, если так смотреть, то приблизительно, чтобы это было симметрично, она закрывает часть белков, и симметрично, чтобы было приблизительно равномерно вот по кругу. Значит, нужно ее набить, эту мордочку. Я ее еще пустая, она пока у меня, потому что я ее сначала буду пришивать вот так, потом оставлю отверстие, в это отверстие напихаю холофайбера и только потом зашью остальную часть. Все, смотрите, как я приблизительно, вот, чтобы это было симметрично, поставила мордочку, немножко захватив белочки, и вот так вот она у меня будет выглядеть. Все, давайте пришьем. Пришивать я буду, так как я уже говорила, что если деталь подходит под цвет рюкзака, то я буду пришивать толстой иголкой и оставляю ниточку для пришивания. Поэтому сейчас я буду плюшевой пряжей пришивать. Если мне не хватит, я начну пришивать обычной иголкой или швейной ниточкой, или тоже возьму плюшевую пряжу. То есть все на ваше усмотрение. Все, давайте с вами пришьем. То есть вы поняли, да, мордочка захватывает белочки немного, а низ как раз возле зажима нашего, застежки. Все, давайте пришьем.
мордочку, как вы уже поняли, что я пришила сначала наметала, скажем так, плюшевой пряжей, набила мордочку, а затем еще раз закрепила обычной швейной ниточкой, то есть прошлась 2 раза. Вот такая у меня мордочка плотненькая получилась, она такая не слишком мягкая, то есть средней плотности такая мордочка. И вот так вот она вышла. Я определила иголочками, где у меня будет носик. Носик у меня будет в виде галочек. Галочки я буду вышивать плюшевой пряжей светлого бежевой. Вот и вот смотрите, вот это серединка, то есть начало воздушные петли нашей мордочки. И на этой конец и начало, вот видите, отступив 1 ряд, вот начало, вот конец. Я отступила 1 ряд с одной и с другой стороны и определила первые иголочки, поставила. Ну и в серединку приблизительно тоже симметрично, чтобы было. Вот. И вверх поднялась на 2 ряда. Вот это серединка нашей мордочки, вот это на 2 ряда выше. Все, и приблизительно, чтобы это было симметрично, я всегда, чтобы не перешивать, я всегда иголочками определяю сначала, где я буду вышивать, чтобы потом не перешивать. Все, давайте вышьем с вами носик. Итак, вышили носик. Теперь пришиваем ушки по бокам на уровне глаз и бровки. Бровки пришиваем так, чтобы закрывала вот эти вот первые зеленую и желтую начало ряда. Вот закрывала. То есть остается вверху только черный зрачок. Вот. И прибавочками, которые мы вязали, столбиками с накидом, они идут вверху. Вот. И по всему глазику. И точно так же с этой стороны. И затем на уровне глаз пришиваем ушки. Точно так же, как я и говорила, что если деталь под цвет рюкзачка, мы пришиваем плюшевой пряжей. Если нет, то мы обычной иголочкой пришиваем и швейной ниточкой. Все, давайте пришьем.
смотрите, пришила я бровки, пришила также на уровне глаз, значит, пришила я ушки. И теперь сложила рюкзак, сделала складочку здесь в рюкзачке на уровне, сделала складку на уровне клапана, то есть выровняла рюкзачок таким образом, чтобы получилась складка, как на обычном рюкзачке у нас. Для чего я это делаю? Чтобы, значит, пришить ручки. Ручки мы пришиваем с вами ноготками. Вот где наши ногтики тут. Вот ногтики. И вот где заканчивается на уровне нашей застежки, где заканчивается, вот заканчивается у нас клапан и начинаются ручки. Ручки пришиваем вот там, где складочку мы с вами сделали. Вот на уровне складочки мы пришиваем ручки с одной и с другой стороны. Вот так вот пришиваем лапки. Все, давайте с вами пришьем. Итак, пришили мы лапки. Как они выглядят. Я складочки не убирала, потому что я зафиксировала на второй складочке крылья. Вот так, как у нас складывается рюкзачок. Зафиксировала спицами. У меня были тоненькие спицы, я их зафиксировала. Вот. Так, вот сейчас я переверну. Вот. Зафиксировала, чтобы они стояли равномерно, крылышками вверх, и вот чтобы они равномерно стояли. Все здесь вот так вот пришиваем по вот эту вот часть, по складке. То есть вот эту вот часть полностью пришиваем к рюкзачку, захватывая небольшой кусочек, чтобы не через весь рюкзак шить, не через внутрь, а захватывая небольшой кусочек столбика, чтобы складочки на рюкзачке самом правильно стояли и у вас было все равномерно. Половину, получается, крылышка я буду пришивать, а половину крылышка они будут наружу. И вот очень хорошо они будут смотреться на части, на лицевой стороне рюкзачка. Вот видите, они на уровне, получается, вот эти вот крылья заканчиваются на уровне клапана, на уровне рюкзачка. Вот. Все, давайте пришьем. Пришивать буду я обычной иголкой, швейной ниткой.
Итак, смотрите, пришила я крылышки. Надеюсь, у вас тоже получилось. Пришила я по всей окружности, которая захватывает рюкзачок полностью. Вот. Чтобы это было симметрично и равномерно. Теперь я приготовила рожки. И давайте с вами пришьем рожки. Так. Убираем рюкзачок. Клапан остается. Вот. И рожки пришиваем вот почти возле, на уровне бровей, отступив один ряд наискосок. Вот так, чтобы тоже было симметрично мордочки. Вот, отступила один ряд и наискосок вот так вот пришиваю. Все, давайте пришьем. Пришиваю я вот по нижней части и немного с обратной стороны захватываю, чтобы они прилегали. То есть не за один краешек, а еще я вам покажу, в общем, как я буду пришивать. Второй пришьете уже самостоятельно. Все, давайте пришьем. Итак, смотрите, пришила я рожки. То есть я пришила первый ряд и затем захватила второй. Точно так же пришила я и второй рог. Вот. Симметрично. Теперь давайте свяжем на хвостике шипы. Значит, я вставляю между столбиками, вводим крючок и выводим рабочую нить. И теперь вот где-то вот смотрим, чтобы это было посерединке. Цепляем, хвостик убираем. И теперь вот делаем соединительные столбики, провязываем. В каждый ряд. Смотрим приблизительно, чтобы была серединка. Вводим. В каждый ряд вводим крючок и вяжем соединительные столбики. Так, до конца хвостика. Вот еще один столбик. Еще один. Прям в самый последнюю петелечку. Вот мы провязали соединительные столбики. Теперь делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и теперь провязываю. В первую петлю я провязываю столбик без накида, в следующую столбик с накидом,
а в следующую я провязываю столбик с одним накидом. Сюда же я провязываю столбик с 2 накидами. И сюда же я провязываю столбик с одним накидом. Вот так. В следующую петлю я провязываю полустолбик с накидом. И в следующую столбик без накида. Дальше я провязываю опять столбик без накида, полустолбик с одним накидом, и в одну петлю я провязываю столбик с одним накидом, столбик с 2 накидами, и сюда же провязываю столбик с одним накидом. Дальше я провязываю следующую петлю полустолбик с одним накидом и столбик без накида. Дальше я провязываю столбик без накида, полустолбик с одним накидом и провязываю, в последнюю я провязываю столбик с одним накидом, столбик с 2 накидами. Сколько у вас получается до конца, столько вы и вяжете. И столбик с одним накидом. Все, у меня дальше нету петелек, поэтому я в самый конец, вот в самый кончик я вставляю крючок, вывожу соединительный столбик, отрезаю ниточку, фиксирую и прячу. Все вот такие вот шипы у нас получились. Хвостики все спрячем в хвостик. Все. Итак, теперь давайте свяжем хохолок на голове. Я его уже связала точно так же, как и шипы у нас на хвостике. Точно так же шипы мы пришьем вот между глазками. Значит, я набрала 11 воздушных петель и со второй петли от крючка точно так же провязала 1 столбик без накида, 1 полустолбик с накидом. В одну петлю я провязала 1 столбик с накидом, 1 столбик с 2 накидами и 1 столбик с одним накидом. Дальше 1 полустолбик, в следующую петлю 1 полустолбик с накидом, в следующую столбик без накида. То есть вот это вот 5 петелек я захватила. И точно так же провязала следующие 5. Закрепила ниточки уже. Вот и теперь нужно просто пришить их. Вот они захватывают как раз конец там, где у нас будет ручка маленькая. И вот именно вот до между бров. Все, давайте пришьем. Итак, пришила я хохолок с 2 сторон, шипы вернее. Вот, и теперь все детали я пришила. Теперь нам нужно вернуться к нашим лямочкам и закрепить их.
Значит, смотрите, как я закрепляю. Значит, нам нужно взять металлические детали и сначала их вот вставить в одну и во вторую лямочку. Вот, вставили. Смотрите, чтобы не перекручивалась, не перекрутить, ой, не перекручивались лямочки. Теперь вставляем в колечко. И вставляем теперь обратно в одну часть, а выводим во вторую небольшую часть, чтобы мы ее пришили. Вот так. Вот. Чтобы мы пришили вот эту вот часть. Теперь здесь точно так же смотрим, чтобы не перекрутилось. Вставляем в кольцо. Теперь здесь точно так же поднимаем и вставляем в одну часть, а выводим во вторую. И тоже оставляем небольшой хвостик, чтобы пришить. Ой, это много. Вот так вот. Поправляем все. Вот. Все. И теперь нам надо вот эти вот хвостики, вот эти вот лямочки с внутренней части пришить по кругу с одной и вот с другой стороны. Давайте пришьем. Итак, пришила я внутри лямочки. И вот теперь мы можем спокойно регулировать, как нам надо. Вот. И регулируем. Так. И теперь последний штрих. Это нужно веревочку или тесемочку на то, чтобы сжимать рюкзачок. Значит, я связала, возьмите или полухлопок, такую похожую под тон, или, скажем, или контрастную желтую такую, вот, или в тон рюкзачка. В общем, и просто двойной ниточкой я связала воздушную цепочку. Просто обычную воздушную цепочку я связала, просто в 2 нити. Все где-то 150, я не считала, я приблизительно смотрела, это где-то 150 воздушных петель. Где-то вот в таком районе. Все, и теперь смотрите. Смотрим приблизительно, где наша серединка. Серединка наша, вот там, где наш замочек. И вот обвязка и сразу первый ряд. Вот в первом ряду через каждые 4 петельки я буду просто протягивать свою веревочку. Если что-то не получится равномерно, можно через 3 столбика. Ну, то есть тут уже вы самим нужно отрегулировать, как.
вот под ручкой идем, протягиваем и дальше переходим на первую линию, первый ряд, первый или последний считается. Ну вот у меня получилось. Вот так вот вставили веревочки. Здесь можно украсить или бусинки, или просто вы можете просто завязать. Но у меня есть вот такое вот приспособление, я покупала специально. Вот. И можно сюда вставить такой зажимчик. Можно вставить, можно какие-то бусинки и просто завязывать. То есть уже, если у вас есть, то вставляете, если нету, то так, одну вставили, вторую вставить нужно. Итак, одну вставили, теперь вторую. Вот так. И здесь делаем узелочек такой, чтобы он заходил на воздушные петли. Дальше я просто обрежу ниточку и прижгу эту ниточку зажигалкой. Все, вот такие вот узелочки. Вот у нас такие узелочки. Я взяла зажигалку, обрезаю хвостики и просто прижигаю, чтобы не распустились. И вторую. Ну вот и все. Рюкзачок готов. Итак, связали мы наш рюкзачок. Вот такой вот у нас получился. Интересный. Очень, конечно, много деталей пришивать, но очень даже миленький получился. Надеюсь, вам все понравилось. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.